Друзья, сегодня у нас стартовал новый 45-й сезон боевого пропуска, который называется «Сосуды Кокона». И давайте посмотрим, что это за боевой пропуск и какие он нам награды принесет. Вы видите, я уже сегодня в метро немножечко поиграл и забрал первые награды. Ну, из наград тут ничего особенного, все как и обычно. На 10 уровне мы получим легендарные наплечники. Можно будет выбрать один из предметов и забрать какую-нибудь новую сущность. Друзья, поэтому если вы на уровне, близком к уровню сервера и, скорее всего, на следующей неделе перейдете на пекло 9 полноценно, наберете 1100 парагон, то забирайте эту сушку, эти легендарные наплечники именно на следующей неделе, даже если вы завершите 10 уровней боевого пропуска. Также у нас здесь на 15 уровне, как обычно, откроются скины, и давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, соломенные скины, на самом деле очень симпатично вот сделан область талии, мне прям нравится, но все такое соломенное, если честно, немножечко странно, да, все это выглядит. Можно, слава богу, снять шлем. Честно говоря, скинчик такой на любителя. Я уже опубликовал пост о новом боевом пропуске у себя в Telegram. Кстати, если вы не подписаны еще на Telegram-канал, то обязательно подписывайтесь. DI Tools по Diablo Immortal. И там я также разыгрываю усиленный боевой пропуск коллекционера. И как только наберется 200 подписчиков, там осталось около 45-47, мы разыграем этот усиленный боевой пропуск для этого сезона или следующего, как выберет победитель. Ну и что касается мужского скина, мне кажется, что женский все-таки симпатичнее выглядит. Давайте посмотрим на другие классы. Чародей, девочка-чародей. Это не самый плохой скин из тех, которые предлагаются в боевом пропуске, но и далеко не самый лучший. И в Телеграм-канале, кстати, многие обсуждали, что скины стали полным отстоем. И разработчики, можно сказать, на, так сказать, быструю руку все их делают, чуть ли не генерируют через нейросети. Напишите в комментариях, как вам новые скины. Мне, честно говоря, не то чтобы очень нравится, но очень-очень такие на любителя, я бы сказал. Давайте посмотрим, как у нас еще крестоносец выглядит с деревянным щитом. Ну, деревянный щит, не знаю, не хватает каких-то блестяшек, наверное, да? Заметьте, что у меня уже топовый плащик от теней, который, по-моему, на 24 уровне, да, получают. Ну вот наш клан выполнил все задачи, поставленные перед собой. И как выглядит некромант. Очень как-то тускленько. Ну, если коснуться охотника на демонов, вот именно женский, я думаю, что здесь просто сам герой, персонаж симпатичный, поэтому на этой охотнице на демонов, в принципе, все выглядит хорошо. Ну и последний у нас, кто у нас там, рыцарь крови. Ну, то, кстати, женский ничего так, да, вот такие решетки металлические, да, на ногах выглядят достаточно смешно, и ботинки деревянные или из соломы, непонятно. Буря и тоже стройненькая и симпатичная девчонка. Ну и парень как будто с лифчиком, да? В общем, не знаю, друзья. Ну и друид. Вообще, на самом деле, друидский такой скин, да, он же у нас объединен с природой и весь такой в соломе может ходить. И друид женского пола. Ну, так себе. Я бы сказал, что если как бы из 10 баллов этот на четверочку. Напишите в комментариях, что вы думаете по этим скинам. Что у нас еще? Давайте быстренько глянем. Мы сможем на 20 уровне. Опять у нас будет выбор. Я всегда забираю теллурические жемчужины, чтобы скрафтить 5-звездный камень. Ну и на 25-м опять у нас будет выбор с теллурической жемчужиной, если у вас усиленная версия.
И, друзья, все, да, у нас на 40-м уровне он завершается с эмоцией, эмоция чата. Взгляд искоса или искоса, блин, я не знаю, как правильно это произносить, но, в общем, это когда ты смотришь так наискосок. И да, здесь много теллурических жемчужин. В общем, я не покупал усиленный боевой пропуск именно коллекционера. Я купил обычный усиленный боевой пропуск, самый простой, потому что мне не нужна эта дополнительная валюта, плюс я не буду использовать эти скины в качестве эфемерных сокровищ, потом их активировать. Но, друзья, именно усиленную версию коллекционера я разыгрываю у себя в Telegram-канале. И смотрите, помимо старта боевого пропуска мы уже находимся на 1080 уровне сервера. Что тут важно знать? Что на следующей неделе у нас большинство игроков примерно в это же время, в четверг, перейдут на 1100 уровень Парагона. И важно хорошенько подготовиться к этому, потому что мы перейдем на пекло 9 полноценно и сможем обналичить все наши ресурсы, которые мы так активно собирали в течение всего пекла 8 и набрать новых легендарочек. Тут очень важно, потому что именно 29 числа выйдет обновление, где, скорее всего, понерфят или добавят каких-нибудь навыков текущим классом, потому что очень и очень много нареканий на несправедливый матчинг в PvP или на то, что какой-то класс слишком сильный, например, рыцарь крови с бесконечными щитами или некромант, который всех так сильно контролит и с очень сильными дотами. В общем, друзья, ждите нерфа. Я тоже ожидаю, что что-то изменится с ДХ. Но ДХ мне очень нравится. Я на нем уже сейчас, по-моему, на серебро 4 играю в PvP. В общем, ждите обновления, на котором мы перейдем все на пекло 9, и у нас откроются новые сущности. И чтобы их сразу же максимально быстро собрать, нужно копить весь текущий уровень сложности, все эти сундучки, которые потом мы и вскроем. И что касается событий, тут интересный момент. У нас, в принципе, до сих пор действует священное бдение, относящееся именно к Хэллоуину. Оно пройдет до 12-11. Очень быстро забираются вот эти капы, особенно если вы открыли бонусные священные камни. За сферы можно купить, плюс получить глиф. И много нареканий было. Мы также публиковали в Телеграм-канале о том, что не забирались эти награды, если забрать у Карги сначала подарок. Давайте пройдем к Карге. Я не помню, забрал сегодня этот подарок. Давайте подарки Карги. Забираем его. И удастся ли нам что-нибудь купить сейчас? Нет, все, починили разработчики. Теперь, несмотря на то, что мы забрали подарок, мы можем что-нибудь здесь покупать. Сколько штук мы можем купить на 1300? 400, да, 4 таинственных легендарных предмета. Ну, в общем, как только у нас обновятся эти капы, можно будет еще забрать этих подарков. Ну и самое главное, здесь же мы ждем все завтра. Именно завтра. Блин, зачем я купил? Он стоит 2500. Ну, короче, завтра открывается вот этот вот скинчик безголовый, который можно будет активировать на 30 дней. Также здесь есть скинчик безголовый с такой зеленой головой черепа. Блин, такие скины, конечно, должны быть постоянными. Пусть они будут среди каких-то эфемерных сокровищ, и для этого нужно усиленный боевой пропуск коллекционера покупать. Я думаю, что это была бы большей мотивацией именно покупать усиленный боевой пропуск коллекционера, если бы такие классные скины, ну, согласитесь, что он реально крутой, да, с такой головой бегать, если бы он был постоянный.
Ну и третий скинчик, который можно будет активировать, это вот просто такой огонь горит. Выглядит это все очень круто, друзья. Я считаю, что прям классно. Единственный минус, что все это будет работать только 30 дней. Ну и что еще у нас по событиям, которые нужно обязательно завершить, друзья? Натиск Златолюбца, оно пройдет до 29 числа, и оно как раз позволяет набрать дополнительные награды, плюс зеленые осколки, которые также выпадают усиленно из события «Благословенный охотник», друзья, о котором я делал отдельный ролик, он сейчас появится на экране, но на самом деле я там разбирался, какого черта делать с этими благословенными предметами и где интерфейс взаимодействия с этими благословенными предметами. Но, друзья, все очень просто. На самом деле мы во всем разобрались и опубликовали подробный пост об этом. И что следует, что если вы бегаете с этим благословенным охотником, для начала нужно, естественно, зайти в случайное подземелье и выбрать предметы благословенного охотника, которые вы хотите, чтобы вам падали. Те комплекты, которые вы собираете. Ну, в большей степени я здесь собирал семена посеянного золота, витху и сейчас награду мрачного проводника дособираю. Мне уже какое-то количество удалось собрать, но большая часть моих предметов это 2-2 или всего один, по-моему, предмет у меня 3-2, но ни одного 3-3 мне не выпадало. Я все их разбирал на осколки, вот эти зеленые, которые потом можно использовать для крафта нужных зеленых предметов. И, в общем, мы выбираем необходимый здесь комплект, который мы хотим, чтобы нам выпадал. И когда из подземелья во время действия этого события выпадает у нас сет-предмет, игра автоматически делает до 4 проков. И каждый прок может, соответственно, повысить качество, увеличить значение существующего аффикса или заменить предмет на один из заранее выбранных в сети. То есть очень важно здесь выбрать тот, который нужно. Если вы подбираете, и на нем появляется сердечко, вы, например, видите там какое-то кольцо от пастыря, подбираете, а там у вас витху, потому что у вас здесь выбрано витху, то это все происходит автоматически. И посмотреть это можно будет, как проходили эти проки, в чате, в разделе «Мой журнал». Здесь у вас будет, что вы подобрали предмет, он получил столько-то благословений, и он превратился из одного предмета в другой, если на нем прокнуло превращение. В общем, это все автоматически делается, и ничего здесь делать не нужно. Короче, никаких кнопок активации здесь нет, никаких перероллов, никакого взаимодействия. Это чистый Random Number Generator, RNG. Это полностью рандомная штука, но просто разработчики открыли немножечко дополнительных проков и логи, как происходят роллы. Ну, я считаю, что это скам от разработчиков, что было бы круче, если бы мы смогли самостоятельно прокать эти предметы и накладывать на них благословения. А когда это все автоматически происходит, это очень странно. Но, тем не менее, из огромного количества предметов, которые я насобирал в подземельях, мне удалось на уровне пекла 9. Я уже играю на пекло 9, потому что у нас понерфились требования, и мне удалось собрать немножечко осколков. Давайте посмотрим, сколько их у меня. Они называются не осколки, они называются мифические обрывки. Я их осколочками называю, вот этих предметов сетовых, которые можно крафтить. Но они wisp. По-английски это обрывок. Мифические обрывки. Я уже набрал 87 штук. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько удалось набрать вам. Я думаю, что для перехода и быстрого старта на новом уровне сложности, чтобы быть подготовленным, нужно хотя бы 100
50 штучек, чтобы собрать нужные сетовые предметы, потому что их нужно будет ролить и создавать достаточно много, по 5, может быть даже 10 на один предмет, чтобы тебе прокнуло 3-2 или 3-3. Ну и самое главное, чтобы были синие слоты для синих камней брони и пробивания брони. Ну и, конечно же, друзья, у нас со стартом нового сезона боевого пропуска сбросились все награды с предыдущего боевого пропуска. И если вы не забрали очки, то они все сгорели. И у нас в телеграм-канале уже были игроки, которые с досадой писали, что они забыли забрать свои награды, и у них награды не пришли на почту. Но все награды, которые относятся именно к боевому пропуску, они вам придут на почту. А что касается очков, то они, конечно же, друзья, сгорают. И это ужасно. Но что приятно, что у нас кап сбросился, и можно заново его до конца недели заполнить и получить еще 2400 очков и продвинуться по уровню боевого пропуска. В общем, друзья, мы готовимся к переходу на Пекло 9 полноценно, когда у нас у всех игроков, которые играют на уровне сервера, будет 1100-й парагон. Произойдет это на следующей неделе. На следующей неделе мы также ждем обновления 29 числа, и как только будет предварительный патч-ноут, я обязательно сделаю об этом ролик. А вам спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте проверить, что вы подписаны. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.